Глава 1301. Подкрепление племени духов. Если я правильно помню, у меня с вами нет никаких дел. Причина, по которой вы двое ищите меня сейчас, должна быть как-то связана с этим предателем, верно? Спросил человек из воды, и он, очевидно, особо не был заинтересован в продолжении диалога. Верно. Наши уже обнаружили, где прячется предатель, ответила серебряная человекоподобная фигура. Серебряный свет вспыхнул над его телом, и он резко сжался, мгновенно уменьшив себя до размера, равного огненному человеку. Рябь пробежала по телу водяного человека, и он дрогнул от этих слов. Если вы уже обнаружили его местонахождение, то почему вы не схватили его? Неужели у вас возникли какие-то проблемы? Когда мы добрались туда, было уже слишком поздно. Этот предатель действительно чрезвычайно насторожен. Как только он почувствовал, что что-то не так, он вошел в долину хаоса, и мы не успели добраться до него и нырнуть в пылающий световой пруд в долине. Я уверен, что мне не нужно подробно рассказывать о том, насколько страшен этот пруд. Ты единственный, кто использует способности водяного элемента, брат водяной дух, поэтому только ты можешь войти в пруд и поймать предателя, сказала огненный человек. Пылающий световой пруд? Почему вы позволили ему сбежать в этот пруд? Даже я не могу быть уверен, что не пострадаю после входа в этот пруд. Голос водяного человека внезапно поднялся на несколько октав, указывая на то, что он был в ярости от такого поворота событий. Мы не думали, что он нырнет туда. У нас была возможность отрезать ему путь, чтобы он не смог войти туда, но несколько существ из расы демонов вмешались, чтобы помешать нам. И там был даже культиватор из расы Черного Феникса, мрачным тоном сказал серебряный человекоподобный дух. Как раса демонов узнала о предателе? Недовольство водяного человека росло. Мы не уверены в этом, но, скорее всего, у людей произошла утечка информации. В любом случае, у нас нет времени на ссоры. Новости о битве, которая произошла между нами и этими демонами, определенно распространится очень быстро, и даже человеческие культиваторы скоро будут здесь. На данный момент Тянь и Нхуанши единственные, кто находится в долине хаоса, но долго они не продержатся, сказал огненный человек. Ни о чем беспокоиться, пылающий световой пруд — чрезвычайно опасное место, даже для меня, хотя у меня тело духа воды. Эти демоны и люди не посмеют войти в пруд, водяной дух внезапно вернул себе самообладание. Но это место — территория человеческих и демонских рас. Если они возьмут под контроль долину хаоса, у нас не будет никаких шансов вернуть божественную кровь. В ответ огненный дух яростно покачал головой. Похоже, вы двое до сих пор не знаете об этом. Подкрепление из клана артефактных духов прибудет сюда через несколько дней, и лидер их группы — никто иной, как один из 8 высших духов клана артефактных духов Сюйтянь, спокойным голосом сказал водяной дух. Высший дух Сюйтянь. В унисон воскликнули серебряная фигура и огненный дух. Верно. Вы двое знаете, что это значит. Как только прибудет подкрепление из клана артефактных духов, предатель не сможет сбежать. Все, что нам нужно сделать, это терпеливо пождать несколько дней, продолжил водяной дух. Но в таком случае, не попадет ли капля божественной крови в руки клана артефактных духов? С негодованием спросила серебряная человекоподобная фигура. Уж лучше божественная кровь попадет в руки клана артефактных духов, чем к людям и демонам. В противном случае, если они смогут разгадать тайну божественной крови, и наши кланы духов понесут большие потери. Жаль, что эти духовные воины — это все, что наш клан духов может использовать в настоящий момент. Все существа, находящиеся выше уровня высшего духа, заняты борьбой с этими ублюдками с другой стороны, поэтому они никак не смогут помочь нам, разочарованно вздохнул водяной дух. При упоминании о этих ублюдках духовный свет на теле огненного человека и серебряной человекоподобной фигуры сверкнули слабым светом, что явно указывало на их бурные эмоции. Если я правильно помню, ты только недавно вернулся с той стороны. Как там дела? Спросил огненный человек. Водный дух, немного помешков, ответил смиренным вздохом: очень плохо. Даже при том, что все старейшины уровня Святого Духа втянуты в битву, клан Якши также выпустил несколько монархов Якши, и нам остается только встретить лицом к лицу их атаки. Эти существа из клана Якши имеют естественную пристрастие к поглощению небесных духов, и у них есть контратаки на многие из наших способностей. Они — истинные враги нашего клана духов. Что касается человеческих и демонических рас, нет проблем, если мы убьем некоторых низкоранговых существ, но лучше не создавать слишком много неприятностей. В противном случае мы попадем в тяжелую ситуацию, если нас атакуют с обеих сторон. Наш клан духов всегда был самой слабой расой среди всех рас в мире духов, поэтому мы должны проявлять осторожность. Услышав это, и огненный человек, и серебряная человекоподобная фигура замолчали, ощутив у себя на сердце тяжелый груз. Тем временем на вершине бесплодного холма молодая женщина из расы Черного Феникса смотрела на вход в темно-серую долину впереди.
Она была окружена несколькими демоническими культиваторами стадии метаморфозы, и на ее лице было мрачное выражение. «Мы все еще не можем войти в контакт со старейшиной Хуаном», — внезапно спросила молодая женщина. «Мы уже отправили много посланников, искусных в техниках перемещения, поэтому мы определенно сможем найти старейшину Хуана», — грубым голосом ответил мускулистый мужчина с зеленым лицом. «Это было бы лучше всего. Все вы пристально следите за входом в долину, чтобы никто из клана духов не смог сбежать оттуда. Как только старейшина Хуан доберется сюда, он определенно сможет быстро расправиться с 2 культиваторами клана духов. После этого вы все получите заслуженную награду за ваши усилия». Демонические культиваторы пришли в восторг от ее слов и с радостью принялись выполнять это задание. Раса Черного Феникса была одной из 7 главных подрас расы демонов, поэтому награда от них, несомненно, будет довольно щедрой. Таким образом, обещание, которое она дала, значительно повысило их моральный дух. В небе над густо цветущей равниной, на высоте около 100 футов, летело около дюжины культиваторов. Духовный лорд Хуан Лян и лорд города Заходящего Солнца были среди них, в то время как остальная часть группы также полностью состояла из культиваторов стадии формирования ядра и зарождающейся души. Это был довольно грозный состав. Мускулистый мужчина по фамилии Цзин повернулся к лорду города Лану и спросил: «Брат Лан, ты уверен, что эти культиваторы из клана духов находятся в долине хаоса?» «Я на 100% уверен в этом. Несколько людей сообщили мне об этом, и многие из них лично были свидетелями битвы между высокоранговыми культиваторами расы демонов и клана духов. Эта битва была слишком высокого ранга, поэтому наши люди могли только наблюдать издалека. Долина хаоса недалеко от нас, мы сможем добраться туда через несколько дней», ответил лорд города Лан с взволнованным выражением на лице. «Я слышал, что долина хаоса — довольно странное место, и многие люди таинственным образом исчезли там. Разве ты не слышал слухи о том, что там даже видели первобытных гигантов?» Нахмурившись, спросил мускулистый мужчина. «Я также слышал эти слухи и раньше, и я даже сам рисковал войти в долину, чтобы проверить эти утверждения. Теперь я со всей уверенностью могу сказать тебе, что там и близко нет гигантов. Это все теории заговоров. Культиваторы и воины-усовершенствователи тела, исчезнувшие в долине, были низкоранговыми существами. В долине хаоса действительно есть опасное место, так что это неудивительно, что некоторые более слабые культиваторы там пропадают. Однако лучше быть осторожным с пылающим световым прудом в долине. Я никогда не погружался в него, но могу сказать, что это очень грозное место», торжественным тоном сказал лорд города Лан. «Хе-хе, даже если там действительно есть гиганты, нам нечего бояться, ведь на нашей стороне старейшина Хуан Лян», с улыбкой на лице к духовному лорду Ляну повернулся мускулистый мужчина. «Хе-хе, я бы не был слишком уверен в этом. Я слышал, что первородная раса гигантов была наполнена невероятно могущественными существами, а я всего лишь простой культиватор стадии пространственного закаливания, и я, конечно, не стал бы себя называть непобедимым. Однако, что действительно правда, так это то, что вряд ли в долине хаоса есть гиганты. Все первобытные гиганты обладают очень низким уровнем интеллекта и чрезвычайно агрессивны к защите своей территории. Если бы там действительно были великаны, они бы давным-давно уничтожили всех людей и демоны в гробнице Заходящего Солнца. Даже древние звери не осмелились бы рискнуть войти в эту долину, если бы там присутствовали гиганты», со слабой улыбкой на лице проанализировал духовных лорд Хуан Лян. Все остальные решительно кивнули в знак согласия. Обсудив еще немного, все они полетели прямо в долину хаоса. Некоторое время спустя они исчезли вдаль в виде черных пятен на горизонте. Однако примерно через 15 минут на равнинах, через которые они только что прошли, вспыхнул белый свет, в котором показалась человекоподобная фигура. Это был никто иной, как этот молодой человек из расы демонов. Он перевел взгляд вдаль, в направлении исчезновения духовного лорда Хуан Ляна, и на его лице появилась холодная улыбка. Иллюзорный огненный мотылек послушно сидел на его плече, мягко хлопая крыльями. Молодой человек долго смотрел вдаль прищуренными глазами, а затем снова погрузился в землю. Хань Ли выпустил всемогущий рев и яростно бросил свое копье вперед, пробив тело крылатого летающего волка. В этот момент несколько десятков порывов ветра сошлись, окутывая его тело смертельной сетью. На Хань Ли нападало еще около 8 летающих демонических волков, идентичных тому, которого он только что убил. Хань Ли, совершенно не обращая внимания на ветреные лопасти, снова бросил свое копье, на наконечнике которого духовным светом вспыхнул странный кристалл. С нынешним уровнем силы Хань Ли мог с помощью одной лишь физической силы мог бросить духовный инструмент со скоростью молнии, в мгновение ока пробив тело другого летающего волка. В то же время Хань Ли указал пальцем на копье внизу, и оно, развернувшись, метнулось к другому волку. На лице крылатого волка отразилась паника, и он, раскрыв пасть, выпустил очередной поток ветреных клинков. Тем не менее, ветреные клинки были абсолютно не способны помешать копью,
и в следующее мгновение она убила очередного волка. В этот момент все встречные ветреные клинки ударили в тело Хань Ли. Хань Ли даже глазом не повел. На его теле вспыхнул золотой свет, позволяя ему легко противостоять этим атакам. После атаки вся его одежда была истерзана в клочья, но ни один волосок на его теле не был поврежден. После этого Хань Ли, управляя своим копьем, с легкостью поубивал оставшихся летающих волков. В конце концов он махнул рукой, и копье вернулось к нему в руку. Хань Ли взглянул на наконечник копья и обнаружил, что лазурные духовные камни, инкрустированные в него, потускнели и лишились блеска. Он слегка вздохнул и покачал головой, резко ударив рукой древку копья. Все духовные камни посыпались с его поверхности на землю. Затем Хань Ли вытащил еще несколько лазурных духовных камней из своего браслета для хранения, заменив израсходованные, и убрал копье. Мельком взглянув на волчьи трупы на земле, он подошел к большому дереву. Возле дерева росла своеобразная духовная трава высотой в несколько дюймов. Она сияла серебряным светом, но была окутана слоем белого тумана и излучала манящий аромат. Глава 1302. Встреча с маленьким зверем. Как и следовало ожидать от мира духов, эта великая зоосия серебряной эссенции в мире людей существует только в легендах, но ее действительно можно найти в этом мире. Очевидно, любой, кто употребит эту траву, сможет вырастить слой серебряных чешуек, обладающих удивительными защитными свойствами. Неудивительно, что эти звери рисковали своими жизнями, чтобы сохранить ее. Однако, с точки зрения защитных свойств, она далеко не так эффективна, как искусство ваджры, поэтому для меня она бесполезна. Возможно, я смогу продать ее какому-нибудь среднеранговому усовершенствователю по хорошей цене, пробормотал Хань Ли и по щелчку пальца приманил к себе зеленую нефритовую лопату размером с ладонь. Он присел на корточки и выкопал серебряную зоосию из земли, осмотрев ее с оттенком благоговения и признательности в глазах, а затем убрал в нефритовую коробку. С тех пор, как он вошел в гробницу заходящего солнца, Хань Ли обнаружил много духовных лекарств, подобных этой, которые давно исчезли из мира смертных. Жаль только, что очень немногие из них были полезны для него при его нынешнем уровне силы. Но опять же, это имело смысл, если бы эти вещи действительно могли стать причиной существенных преимуществ таким культиваторам, как он, на стадии божественной трансформации, их бы давно сорвали. Все растения, найденные в гробнице заходящего солнца, были чрезвычайно редкими и росли только в крайне непонятных местах. Таким образом, их поиск был похож на поиск иголки в стоге сена. Эти факторы означали, что очень немногие культиваторы божественной трансформации потрудились бы исследовать это место, и наиболее могущественными посетителями этого места были демонические звери стадии метаморфозы и демонические культиваторы стадии зарождающейся души. За пределами 3 областей и 7 демонических территорий в истинном первозданном мире можно было найти бесчисленное количество небесных материалов и земных сокровищ. Ассортимент материалов и сокровищ, которые можно было там найти, также был невообразимо огромен и разнообразен. Были даже духовные растения, которые могли бросить вызов естественному порядку и проявить духовный корень у смертных, тем самым мгновенно превратив их в низкоранговых культиваторов за одну ночь. Эти сокровища были чрезвычайно соблазнительными, но было бы крайне неразумно выходить за пределы человеческих и демонических территорий, если кто-то не достиг зарождающейся души или выше. Это было потому, что первозданный мир был полон существ, таких же могущественных, как культиваторы стадии пространственного закаливания. Кроме того, там были жуткие стихийные бедствия, что делало его чрезвычайно опасным местом для исследования. Культиваторы зарождающейся души обладали только самой базовой способностью выжить в первозданном мире. Между тем, вопрос о возможности найти сокровища был лишь вопросом удачи. Однако после достижения стадии зарождающейся души скорость прогресса в культивации начинала резко снижаться. Не рискуя отправиться в первородный мир в поисках чего-то полезного, они могли застрять на стадии зарождающейся души до своего последнего момента в этом мире. Таким образом, огромное количество высокоранговых культиваторов постоянно покидало территории человеческих и демонических рас, путешествуя в первородный мир в поисках катализатора для своего следующего прорыва. Тем не менее, менее трети из них удалось вернуться, так что это действительно было чрезвычайно опасное мероприятие. Однако, чтобы поддерживать количество могущественных существ высшего ранга в своих соответствующих расах, людям и демонам приходилось позволять культиваторам отправляться в это опасное путешествие в первородный мир. Хань Ли также знал об этом, поэтому он был очень заинтересован и заинтригован первородным миром, находившимся за пределами 3 человеческих областей. Если бы не тот факт, что он сейчас был не на пике своих способностей, он, возможно, уже бы отправился в первородный мир. Когда Хань Ли лениво потянулся и собирался уходить, из одного из ближайших кустов внезапно раздался шорох.
Желтая тень мелькнула в воздухе и появилась в 100 футах от Ханли. Ханли сначала испугался, подумав, что он снова подвергся нападению, но при ближайшем рассмотрении на его лице появилось восторженное выражение. Миниатюрная желтая фигура была ничем иным, как маленьким зверем, который ранее стал для него катализатором просветления. Однако на лице этого маленького зверя в настоящий момент был испуг, а его мех был довольно грязным и потрепанным. Маленький зверь, казалось, узнал Ханли, и он слегка запнулся, увидев его. Однако затем он сразу же убежал в противоположном направлении, полностью игнорируя Ханли. Ханли явно не хотел упускать маленького зверя, поэтому он сразу же взмахнул рукавом, выпустив кусок серебряной веревки, обмотав его вокруг серебряного змея. Маленький зверь пришел в ярость при виде этого, но продолжил бежать, качнувшись в воздухе и уклонившись от серебряной веревки, оставляя после себя след из послеобразов. Однако при этом он был вынужден немного замедлиться, и в доли секунды этой задержки маленький белый меч внезапно взлетел в воздух во вспышке белого света. В полете белый меч превратился в полоску белого света, которая появилась прямо перед убегающим зверьком. Блестящий белый свет внезапно превратился в миниатюрную человекоподобную фигуру в белом халате, размером всего в несколько дюймов с набором удивительно бледных черт. Невозможно было распознать пол этой человекоподобной фигуры, но она, очевидно, оценивала маленького зверя с холодным выражением лица. В ответ на появление этой миниатюрной человекоподобной фигуры, маленький зверь вздрогнул и сразу же приземлился на землю. В то же время он понизил центр тяжести, и вся шерсть на его спине встала дыбом, словно он столкнулся с грозным противником. Зрачки Ханли резко сократились при виде этой человекоподобной фигуры, и он немедленно отступил, не задумываясь. В течение нескольких десятилетий, в течение которых Ханли находился в мире духов, он разузнал много о других расах, которые питали вражду к человеческому роду. Культиваторы клана духов, которые могли принимать человеческие формы, были существами уровня обычных духов и обладали силой, сравнимой с культиваторами божественной трансформации человеческой расы. Если бы Ханли был в расцвете своих сил, то он, возможно, подумал бы о том, чтобы остаться на месте и оценить ситуацию. Тем не менее, в его нынешнем состоянии у него не было других вариантов, кроме как уйти отсюда. Безумное отступление Ханли сразу привлекло внимание миниатюрной белой человекоподобной фигуры. В то же время он охватил Ханли своим духовным чутьем и презрительно хмыкнул, обнаружив, что он всего лишь воин-усовершенствователь тела. Растопырив ладонь на одной из своих рук, он легкомысленно махнул ей в направлении Ханли. В следующее мгновение с кончиков пальцев вырвалось 5 тонких белых нитей и мгновенно исчезло. Нити меча. Ханли сразу же смог определить, что это были за тонкие нити, и с дрожью в сердце он сразу же вызвал свое черное копье. Взревев, он влил всю свою силу в копье, а затем бросил его вперед изо всех сил. Со странным звуком белые нити врезались в шар черного света перед Ханли, который он выпустил для своей защиты. Почти в тот же момент 5 нитей меча предстали перед Ханли словно в мгновенной телепортацией и врезались прямо в черный свет. Страшные на вид полосы черного света сразу начали рассыпаться под натиском нити меча. В следующее мгновение белые нити меча во вспышке пронзили черный свет, как горячие ножи масла, в то время как черное копье в руке Ханли было разбито на несколько сегментов. Едва сдерживаясь черным светом, 5 нитей меча продолжали лететь к Ханли, к его ужасу. Он поднял руку, и половина древка копья вырвалась вперед в виде полоски черного света. В то же время он взревел, и серебряная броня на его теле вспыхнула духовным светом. Затем доспехи превратились в шар серого облака и туман, устремившиеся прямо к нитям меча. Затем он сжал руки в кулак, окутав свое тело ослепительным золотым светом, используя максимальную мощь 7-го уровня искусства ваджры. Руки Ханли превратились в пятно, и его кулаки разлетелись с невообразимой скоростью, создавая впечатление, что могут прорвать само пространство. От взмахов его рук воздух сотрясли свирепые порывы золотого ветра. Как только часть древка копья вошла в контакт с нитями меча, во вспышке белого света она была разрублена на несколько меньших сегментов. Нити меча продолжали снестись в серой дымке, сопровождаемой 2 порывами золотого ветра. Внезапно в тумане послышался металлический лязг, и сам туман внезапно расширился, схватив все нити меча. Воспользовавшись этой возможностью, тело Ханли несколько раз подряд качнулось, перенеся его на расстояние более 200 футов. В конце этой последовательности он вскочил в воздух и исчез в кустах. В этот момент облако серого тумана взорвалось, и доспехи, из которых он проявился, разбились вдребезги, в результате осколки размером с ноготь разлетелись во всех направлениях. Только тогда показались 5 нитей меча, но их цель уже исчезла. Миниатюрная белая человекоподобная фигура запнулась при виде этого, после чего на ее лице появилось мрачное выражение.
Однако, как только она собиралась начать еще одну атаку, маленький зверь, стоящий перед ним, внезапно выпустил с десяток двойников, и все они разбежались в разные стороны. Таким образом, белая человекоподобная фигура больше не могла преследовать Хань Ли и была вынуждена снова сосредоточиться на маленьком звере. Взревев, она выпустила множество полосок белой ци меча из своего тела, направив их к проекциям убегающего зверя. После разрушительной атаки остался только один из маленьких зверей, уклонившись от нескольких ударов меча ци, в то время как другие проекции были уничтожены. Белая человекоподобная фигура, казалось, намеревалась поймать маленького зверя живым, и по взмаху ее оставшиеся сверху нити меча внезапно исчезли. Человекоподобная фигура, холодно хихикнув, подскочила к маленькому зверю в виде серебряного света. Маленький зверь, казалось, знал, что он не сможет с ней справиться, и не решался вступить с ним в прямую конфронтацию. Поэтому ему не осталось ничего другого, кроме как сменить направление и продолжить бежать, двигаясь почти вдвое быстрее, чем текущая скорость Хань Ли. Белая человекоподобная фигура намеревалась поймать маленького зверя, поэтому продолжила преследовать его и была в состоянии угнаться за маленьким зверем, несмотря на его невероятную скорость. Таким образом, маленький зверь и миниатюрная человекоподобная фигура мгновенно исчезли вдалеке. Через некоторое время из-за массивного дерева неожиданно появилась другая человекоподобная фигура. Это был никто иной, как Хань Ли. Несмотря на то, что шаги танцующей дымки Хань Ли были довольно таинственными и непредсказуемыми, с их помощью он бы не смог бежать достаточно быстро, чтобы скрыться от культиватора клана духов. Поэтому он рискнул и использовал технику сокрытия, которую он изучил в человеческом мире, спрятавшись поблизости. Он рискнул, потому что был уверен, что маленький зверь воспользуется этой возможностью, чтобы убежать, и культиватор из клана духов отправится в погоню, а не продолжит свою охоту на Хань Ли. Конечно, он держал наготове бессмертную побеждающую бусину на случай, если все пойдет не по плану. К счастью, его игра в конце концов принесла свои плоды. Культиватор из клана духов гораздо больше хотел поймать этого маленького зверя, чем убивать простого усовершенствователя тела. Хань Ли посмотрел в направлении, в котором исчезло маленькое животное и культиватора клана духов, и его сердце охватило чувство беспокойства. Почему здесь появился культиватор из клана духов? Неужели случилось нечто важное? Глава 1303. Шиянь. Тело Хань Ли качнулось несколько раз, и он вернулся в то место, где только что произошло столкновение. Осмотрев разбитые осколки духовного инструмента, разбросанные по земле, он невольно тяжело вздохнул. Однако он изготовил эти духовные инструменты как раз для того, чтобы они спасли его жизнь в тяжелых ситуациях, поэтому они, безусловно, выполнили свою задачу. Не осмеливаясь оставаться здесь дольше, Хань Ли собирался уйти в противоположном направлении от того места, где маленький зверь и миниатюрная человекоподобная фигура исчезли, как вдруг в воздухе, на высоте более 100 футов, раздался мужской голос. «Совсем неплохо. Подумать только, ты спрятался прямо под носом у Хуагуана. Похоже, ты необычный воин-усовершенствователь тела». Услышав это, лицо Хань Ли сразу же побледнело, и он застыл на месте. В то же время в воздухе вспыхнуло несколько полос духовного света, и перед ним появилось 3 миниатюрные человекоподобные фигуры, каждая из которых была размером в несколько футов. Одна из миниатюрных человекоподобных фигур была одета в лазурную мантию, и в ее глазах сверкал пронзительный свет. Она, казалось, аплодировала Хань Ли с улыбкой на лице. Тем не менее, ее взгляд был абсолютно ледяным, без намека на доброжелательность. Эта человекоподобная фигура летала по воздуху над малиновым облаком, в то время как 2 ее компаньона были мускулистым мужчиной, переливающимся красным светом, и молодой женщиной с холодным выражением на лице, тело которой окутывал слой белого ледяного тумана. Эти 3 также были культиваторами клана духов. Хань Ли глубоко вздохнул и насильно подавил шок в своем сердце. В этой тяжелой ситуации он принял нелогичное решение — убрать свои бессмертные побеждающие бусы. Перед лицом 3 культиваторов клана духов ему было бы невозможно ранить всех 3 одновременно, даже если бы он использовал свои бессмертные побеждающие бусы. Кроме того, все 3 не стали сразу же нападать на него, как только появились, так что, возможно, у него была возможность пережить это испытание без боя. Таким образом, выражение лица Хань Ли смягчилось, глядя на 3 миниатюрных человекоподобных фигур в небе. Мерцающий мускулистый мужчина пристально взглянул на Хань Ли, а затем с уважением повернулся к человеку на алом облаке. Мастер Сюйтянь, он на идеально подходит. Он — высокоранговый воин-усовершенствователь тела, и он должен знать местоположение долины хаоса. Кроме того, у него нет магической силы, поэтому он подходит по всем нашим критериям. Хорошо, возьмите его тогда. Человек в малиновом облаке равнодушно кивнул в ответ. Мускулистый мужчина пришел в восторг от услышанного и повернулся к Хань Ли со зловещей улыбкой.
Внезапно его тело превратилось в огненного змея размером около фута, и он бросился к Хань Ли. Сердце Хань Ли задрожало от шока при виде этого. Неужели он ошибся, и эти трое все же собирались убить его? Перед лицом предстоящей атаки Хань Ли определенно не собирался стоять без дела. В следующее мгновение его тело вспыхнуло золотым светом, и он максимально активизировал свое искусство ваджры. В то же время он снова достал две бессмертных побеждающих бусины, готовясь швырнуть их в огненного змея. В этот момент человек в малиновом облаке увидел, что Хань Ли мог противостоять им, и небрежно указал пальцем на Хань Ли. Хань Ли внезапно почувствовал, как воздух вокруг него сжался, и на него внезапно обрушился взрыв огромной невидимой силы, пытающейся сокрушить его на землю. Хань Ли сразу же отбросил идею использования своих бессмертных побеждающих бус, поскольку эта огромная сила давила на него. Если бы он попытался бросить бусины в воздух прямо сейчас, они бы не смогли продвинуться достаточно далеко, и он, скорее всего, попал бы в самый эпицентр взрыва. Поэтому ему не оставалось ничего другого, кроме как влить больше силы в свое искусство ваджры, еще больше увеличивая свою силу, чтобы противостоять непостижимому давлению, обрушившемуся на него сверху. Тем не менее, этот взрыв силы был просто слишком огромен. Несмотря на то, что он был в состоянии удерживать положение стоя, тело Хань Ли погрузилось в землю до колен, словно забитый гвоздь. В то же время тело Хань Ли онемело, и он был абсолютно не в состоянии двигаться. Человек на малиновом облаке запнулся при виде этого, словно его удивила огромная сила Хань Ли. Смесь шока и ярости пронзила сердце Хань Ли. Тот факт, что этот культиватор клана духов смог высвободить такую разрушительную силу одним взмахом пальца, означал, что он был выше стадии божественной трансформации. Неужели он был культиватором высшего духа в клане духов? По вспышке красного света миниатюрный огненный змей оказался на Хань Ли. Воспользовавшись его неподвижностью, он без колебаний опустился на макушку Хань Ли, исчезнув в его голове. Хань Ли взревел от ярости, а его лицо исказилось от боли. Казалось, он был в мучительной агонии. Человек в малиновом облаке просто улыбнулся при виде этого и вытянул палец. Огромная сила, отягощающая Хань Ли, внезапно исчезла, и из-за того, что он противодействовал этой силе все время, ее внезапное отсутствие заставило его выпрыгнуть прямо из земли и на несколько десятков футов в воздух. Во вспышке ослепляющего золотого света, исходящей от его тела, Хань Ли крепко сжал кулаки. Он бросился в близлежащий лес, как порыв безумного ветра, дико размахнул кулаками по соседним деревьям. Все деревья, которые он ударил, с грохотом сломались под корень. Вначале человек на малиновом облаке просто смотрел со спокойной улыбкой. Однако, когда бешеная тирада Хань Ли продолжалась без каких-либо признаков остановки, улыбка на его лице постепенно исчезла, и в его глазах появился намек на недоумение. Мастер Сюйтянь. Может ли Ши Ян столкнуться с трудностями? Молодая женщина, стоящая рядом с ним, тоже начала беспокоиться. Человек на малиновом облаке, немного подумав, покачал головой. С ним все должно быть в порядке. Истинная форма Ши Яня — бусина, поглощающая пламя, поэтому для него должно быть просто поглотить духовное чутье воина-усовершенствователя тела. Кроме того, аура самой бусины ничуть не уменьшилась. Молодая женщина из клана духов вздохнула с облегчением от услышанного. Внезапно шум в лесу прекратился. На лице молодой женщины появились следы восторга, но мужчина в малиновом облаке прищурился, глядя в лес. Через несколько минут Хань Ли вновь вышел из леса. Однако на его лице было абсолютно равнодушное выражение, а глаза его стали словно стеклянными. Человек на малиновом облаке взглянул на Хань Ли и спросил: «Как ты себя чувствуешь, Ши Ян?» Хань Ли покрутил шеей из стороны в сторону, ответив голосом мускулистого человека из клана духов: «Неплохо». Тело этого человека действительно очень сильное, а его духовное чутье оказалось более сильным, чем у обычного смертного, так что мне потребовалось немного труда, чтобы подчинить его. Приятно слышать. Это необычный воин-усовершенствователь тела, и я боялся, что вы столкнетесь с некоторыми трудностями. Человек на малиновом облаке улыбнулся в ответ. Чем он отличается от обычного воина-усовершенствователя тела? Разве он не просто более сильный, чем обычно? Мастер Сюйтянь, я уже обнаружил местоположение долины хаоса, но оно довольно далеко от места, где мы прямо сейчас. Должны ли мы отправиться туда сейчас? Спросил Хань Ли. Не нужно спешить. Хуагуан преследует этого мутировавшего леопардового зверя и должен скоро вернуться. Давайте подождем его еще немного, ответил человек на малиновом облаке. Хань Ли кивнул, услышав это, и замолчал, стоя на месте. Прошло более часа, и в воздухе пролетела полоса белого света, мгновенно появившись перед трио. Свет погас, раскрывая ту миниатюрную человекоподобную фигуру с лазурной цепочкой света в руке. В другой руке у него был маленький зверек, крепко связанным этой цепочкой.
Этот человек, белая человекоподобная фигура, была слегка удивлена, увидев здесь Хань Ли. Не волнуйся, духовное чутье этого человека уже поглощен Шиянем, поэтому он теперь контролирует этого человека, объяснил человек на малиновом облаке. Понятно. Это довольно удобно. Я не взял с собой кольцо для хранения духовных зверей, поэтому мне довольно неудобно носить с собой этого леопардового зверя. Позаботься о нем. Белая человекоподобная марионетка пришла в восторг от услышанного и бросила связанного зверька Хань Ли. Хань Ли, ничего не говоря в ответ, поймал маленького зверя, и из его духовного кольца вспыхнул свет, в котором маленький зверь внезапно исчез. Хорошо, Шиян, раз ты уже узнал местоположение долины хаоса, мы можем продолжить путь. У нас мало времени, поэтому мы не можем позволить себе больше откладывать это. Это отличная возможность для нашего клана получить божественную кровь. В противном случае клан духов 5 элементов не станет предлагать нам божественную кровь. С этой куплей божественной крови мы сможем произвести большое количество сородичей, так что неудача для нас непозволительная роскошь. Хуа Гуан, иди вперед и встреться с культиваторами клана духов 5 элементов. Скажи им, что мы отправились прямиком в долину хаоса. Шиян, как только мы туда доберемся, отправляйся туда и смешайся с людьми, а затем действуй по ситуации, Сюйтянь спокойно произнес ряд инструкций. Да. Ответил Хань Ли. Все остальные также кивнули с торжественными выражениями. Вперед! Человек на малиновом облаке дал еще одну заключительную инструкцию, и их группа исчезла в лесу. Через 6 дней Хань Ли появился на небольшом холме за пределами долины хаоса. С ним было около 8 других человеческих культиваторов и воинов-усовершенствователей тела. Все они были культиваторами стадии формирования ядра или высокоранговыми воинам-усовершенствователями тела. Все в их группе молча смотрели на вход в долину хаоса издалека. Мужчина средних лет в серой одежде внезапно повернулся к пожилому мужчине, держащему веер из пальмовых листьев, и спросил: «Брат Сунь, действительно ли сегодня появится старший Хуан Лян и лорд города Лан для сражения с культиваторами клана духов?» В этом нет никаких сомнений. Я прибыл сюда только после того, как получил письмо непосредственно от самого лорда города Лан. Помимо нашей группы, поблизости есть и другие люди. Похоже, что наши старшие собираются выиграть эту битву. Они попросили нас прийти сюда, чтобы задержать любых культиваторов демонической расы, которые могли бы попытаться извлечь выгоду из суматохи, уверенно ответил пожилой мужчина. Пожилой мужчина взглянул на ученого в своей группе, а затем со слабой улыбкой спросил: «Раз старший Хуан Лян и лорд города дали нам прямые указания, мы, естественно, обязаны были прибыть сюда. Однако, почему вы двое тоже согласились участвовать в этом, брат Ли, брат Хань?» Я пришел в гробницу заходящего солнца, чтобы найти способ совершить прорыв, поэтому я никоим образом не упущу возможность увидеть битву между существами выше стадии божественной трансформации. Возможно, в процессе этого меня поразит озарением. Кроме того, лорд города Лан и другие также предложили достойную награду за это, спокойно ответил Хань Ли. Ответ ученого был примерно таким же. Пожилой мужчина кивнул, услышав это, и больше не стал ничего расспрашивать. В конце концов, большинство людей, собравшихся здесь, рисковали примерно по одной и той же причине. В этот момент из долины хаоса вдруг раздался протяжный крик. Сразу после этого в воздух поднялось бесчисленное количество всплесков демонической ци, объединившиеся в облака серовато-белого демонического тумана, окутавшего все небо. Звероподобный рев раздавался словно со всех сторон в сопровождении порывами свирепого ветра с гнилостным запахом. Глава 1304. Сбор всех 3 рас. Появившись, огромный взрыв демонической ци сразу же направился ко входу в долину хаоса, поразив Хань Ли и всех других людей, находившихся поблизости. Культиваторы, наблюдавшие за этим местом, только что стали свидетелями того, как 2 культиватора клана духов сокрушали существо демонической расы. Во время этой битвы убили даже несколько высокоранговых демонических зверей стадии метаморфозы, поэтому было совершенно ясно, что эти 2 культиватора клана духов были чрезвычайно могущественными существами. Тем не менее, демонические звери внезапно вызвали такое огромное волнение. Они планировали прорваться в долину хаоса, пока все люди, скрывавшиеся поблизости, находились в недоумении от всплеска демонической ци, со стороны долины хаоса раздался грохот. Сразу после этого из земли внизу и в небе появились огромные полчища существ. Все существа в небе были зелеными деревянными птицами, каждая из которых была размером около 10 футов, в то время как существа, появившиеся из земли, были массивными каменными гигантами высотой около 70 футов. Все деревянные марионеточные птицы выглядели довольно реалистично и были настолько подвижными, что издалека было невозможно определить, настоящие ли они птицы или нет. Напротив, каменные великаны обладали чрезвычайно грубыми телами, а на их лицах была лишь пара белых глаз. Вдобавок ко всему, они все были различных форм, словно все были случайно сброшены вместе.
Появление такого количества деревянных и каменных марионеток ошеломило всех культиваторов. Хань Ли тоже изменился в лице, глядя на огромное количество марионеток. В этот момент одновременно появились зеленый деревянный феникс и каменный гигант с серовато-белым телом. Над головой деревянного феникса вспыхнул духовный свет зеленого света, раскрыв женщину в зеленом платье, размер которой был всего около фута. Тем временем огромный каменный гигант протянул огромную руку, и над его ладонью появился пожилой мужчина примерно того же размера. Пожилой мужчина держал белокаменную трость и с холодным выражением смотрел на огромные взрывы надвигающейся демонической ци. «Есть ли среди вас госпожа Ся?» «Выйди и представься мне лично», — вдруг сказал пожилой мужчина. Хотя его голос был не очень громким, он был отчетливо слышен всем людям и демонам в радиусе более 5 километров. Огромное пространство серовато-белой демонической ци вдалеке внезапно начало падать и подниматься, после чего изнутри раздался крик Феникса. Сразу после этого вырвались черные огненные шары, превратившись в молодую женщину в роскошном платье с холодным выражением лица. «Зачем ты меня звал, Хуанши?» «Возможно, ты решил уйти из долины хаоса?» — спросила молодая женщина холодным и неприступным тоном. «Ухожу из долины хаоса. Ты слишком размечталась, госпожа Ся. Кого из нас чуть не убили 2 месяца назад? Ты просто демонический культиватор ранней стадии божественной трансформации. Как ты планируешь сражаться с 2 полубожественными генералами одновременно? Я советую тебе отступить, хотя мог бы убить тебя на месте, просто не хочу, чтобы человеческие культиваторы извлекли выгоду из нашей битвы», сказала молодая женщина, стоящая на вершине деревянного феникса чрезвычайно восхитительным и небесным голосом. «А, похоже, они вас вообще не уважают, правда, Лася?» Сверху вздыбилась демоническая ци, и изнутри появился другой демонический культиватор. Это был низкий худой демонический культиватор с мерцающей молью на плече. Это был никто иной, как этот молодой человек по фамилии Хуан. Выражения Хуанши и Тянь Иня кардинально изменились при виде этого молодого человека, и первый воскликнул: «Хуан Цанце? Почему ты здесь?» «Так, я вижу, что вы двое узнали меня. Во время нашей последней битвы я смог противостоять вам двоим, хотя даже не достиг стадии пространственного закаливания с тех пор прошло более 10 тысяч лет, и я уже создал 5-элементное тело, а вы всего лишь пара смиренных духовных генералов. Кажется, что кроме ваших долгих периодов жизни, вы, культиваторы клана духов, не можете сравниваться с культиваторами демонической и человеческой расы ни в каком другом аспекте. Ваш клан духов в конечном итоге будет стерто с лица мира духов, как и все остальные слабые расы. Вы можете поклясться нам в верности, пока еще можете. В конце концов, некоторые из ваших навыки весьма полезны для наших 2 рас, поэтому, по крайней мере, мы позаботимся о том, чтобы вы не вымерли полностью», сказал молодой демонический культиватор спокойным голосом. «А смелости тебе не занимать, Даосист Хуан. Возможно, наш клан духов не очень сильный, но он существует в мире духов все это время, и для этого есть своя причина. Ты просто высший демон расы демонов. Какое у тебя есть право предсказывать падение нашего клана духов?» Хуанши пришел в ярость, услышав смелое заявление молодого демонического культиватора, и настороженность в его сердце была полностью смыта его яростью. Молодой человек не отреагировал на колючую реакцию Хуанши. Вместо этого он разразился смехом, сказав: «Это правда, что я не имею права говорить о вашем клане духов, но эти слова были произнесены патриархом нашей демонической расы, и я просто передаю его послание слово в слово». Размечтался. Пока наши святые духи продолжают существовать, мы никогда не поклонимся ни одной другой расе. Холодно ответила Тянь Инь. «Раз так, тогда мне нечего сказать. Господин даосист Хуан Лян, лорд города Лан, вы тоже должны показать себя. Я знаю, что вы двое уже прибыли сюда вчера. Вы действительно планируете наблюдать со стороны, а потом напасть, чтобы забрать себе все трофеи?» С холодной улыбкой на лице сказал молодой человек и указал пальцем в определенное место в воздухе. 2 духовных генерала и все люди, скрывавшиеся поблизости, были ошеломлены услышанным. Во вспышке белого света внезапно появился нефритовый ковчег, словно с него была снята невидимая завеса. Появилась массивная дуга длиной 300 футов и шириной около 40 футов, на которой находились духовный лорд Хуан Лян и его группа культиваторов, незаметно парившая в воздухе. На лицах всех культиваторов были удивленные выражения, словно они были совершенно ошеломлены тем, что их укрытие обнаружили. Это иллюзорный огненный мотылек. Значит, это ты подслушал наш разговор в городе заходящего солнца? Духовный лорд Хуан Лян изменился в лице, заметив мотылька на плече молодого человека. «Ты только что понял это, брат Хуан Лян?» «Я думал, что ты понял это давным-давно», — молодой человек поджал губы в ответ. Духовный лорд Хуан Лян, казалось, был знаком с этим молодым человеком и спросил с насмешливой улыбкой на лице: «Не ты ли прятался все эти годы, как трусливая крыса, пытаясь превзойти твою следующую небесную трибуляцию? Почему ты пришел сюда?»
Если бы я был уверен в том, что смогу преодолеть мою небесную трибуляцию, что бушует раз в 3000 лет, стал бы приходить сюда? Я застрял на средней стадии пространственного закаливания на более 10 000 лет, и моя последняя трибуляция уже была очень трудной. Нет никаких шансов, что я смогу противостоять следующей, так что мой единственный вариант — выйти и искать кое-какие возможности. Напротив, ты недавно достиг стадии пространственного закаливания господина даосист Хуан Лян, так что вам нужно было выдержать только одну небесную трибуляцию. У тебя впереди долгий путь, молодой человек вздохнул в ответ. При упоминании небесной трибуляции духовный лорд Хуан Лян слегка напрягся. В его голове сразу же вспыхнули сцены его первой небесной трибуляции, и этот опыт был настолько ужасающим, что он невольно содрогнулся от воспоминания этого. Губы духовного лорда Хуан Ляна дрогнули, и он послал молодому человеку передачу голоса. Если ты пытаешься найти возможность совершить прорыв, разве тебе не будет намного лучше отправиться во внешний мир? Что ты делаешь здесь, на человеческой территории? Если ты хочешь придумать оправдание для начала боя, по крайней мере, придумай что-то правдоподобное. Боюсь, что это ложное обвинение, господин даосист Хуан Лян. Причина, по которой я появился в городе заходящего солнца, заключается именно в том, что я хотел пригласить тебя в будущую поезду в первозданный мир. Однако потом я наткнулся на инцидент с кланом духов, и у меня не было другого выбора, кроме как вступить в бой в качестве старейшины демонов, усмехнулся молодой человек, передавая свой голос в ответ. Ты приглашаешь меня в первозданный мир? Духовный лорд Хуан Лян запнулся, услышав это. Верно. Даже если люди и демоны — совершенно разные существа, наши индивидуальные способности определенно смогут помочь друг другу в первородном мире, сделав наше путешествие гораздо более безопасным. Несколько тысяч лет назад мы совершили неплохую вылазку во внешний мир, не так ли? Я очень уверен в твоих способностях, господин даосист Хуан Лян, даже больше, чем способности моих собратьев-старейшин. Ты уже близок ко второй небесной трибуляции, верно? Если бы ты смог найти кое-какие сокровища, которые помогли бы тебе преодолеть бедствие, возможно, твои шансы противостоять трибуляции бы увеличились. В конце концов, сила трибуляции с каждым последующим событием будет расти, даже если твоя основа культивации не изменится, спокойным голосом сказал молодой человек. На лице духовного лорда Хуан Ляна появилось созерцательное выражение. Какое-то время он размышлял, стоя на нефритовом ковчеге, и лишь спустя долгое время ответил: «Раз ты такой открытый и честный, я открою тебе правду, брат Хуан. В моем нынешнем состоянии я оцениваю, что у меня есть только 50%. И шанс превзойти мою вторую трибуляцию. Во время моей первой и последующей трибуляции многие из моих сокровищ были уничтожены. Честно говоря, у меня меньше 25% шансов превзойти мою следующую небесную трибуляцию. Готов ли совершить со мной путешествие в первозданный мир? Что скажешь?» Молодой человек послал передачу голоса с серьезным выражением на лице. После получения официального приглашения на лице духовного лорда Хуан Ляна появилось нерешительное выражение. Спустя несколько минут он спросил: «Если ты планируешь отправиться со мной в первозданный мир, как ты предлагаешь разрешить этот инцидент с кланом духов здесь?» Молодой человек, казалось, уже рассмотрел эту проблему и сразу же ответил: «Все просто. Ты и я можем объединить усилия, чтобы захватить этих культиваторов клана духов, а затем задержать этого предателя клана духов и разделить сокровища, которые он выкрал между двумя нашими расами. Если сокровище будет одно, тогда мы можем провести дружеский спарринг-матч, чтобы определить, кто его получит. Ты, конечно, хитрая старая лиса. Ты находишься в стадии пространственного закаливания на несколько тысяч лет дольше, чем я. Как я могу одержать верх над тобой?» Духовный лорд Хуан Лян, не задумываясь, отрицательно покачал головой. Молодой человек совсем не удивился этой реакции. Вместо этого он спокойно спросил: «Тогда что ты предлагаешь, брат Хуан?» «Сначала мы посмотрим, что это за предметы, и можешь предложить взамен нечто равнозначное», ответил духовный лорд Хуан Лян, взмахнув бородой. «Нет проблем, мы сделаем, как ты скажешь. Давай сначала объединим усилия и позаботимся об этих двух культиваторах клана духов», предположил молодой человек с холодным выражением на лице. «Хе-хе, конечно». Духовный лорд Хуан Лян кивнул в ответ, а затем объяснил ситуацию лорду города Лану и другим с помощью передачи голоса. Видя, что их план скрыться в тени и напасть на добычу войны был разоблачен у всех, и, естественно, не было иного выбора, кроме как согласиться на эту договоренность. Таким образом, лорд города Лан немедленно потер руки и поднялся в воздух, выпустив огромный мерцающий синий огненный шар, который взорвался в небе на большой высоте. Внезапно вспыхнули огни всех цветов, и из леса показалось множество человеческих культиваторов и воинов-усовершенствователей тела. Глава 1305. Демонстрация способностей.
После громких приказов духовного лорда Хуанляна все присутствующие люди узнали о том, что они объединятся с расой демонов, чтобы свергнуть культиваторов клана духов. Несмотря на то, что они были слегка удивлены таким договором, никто из них не смел высказать никаких возражений. Внезапно демоническая ци спустилась вниз, после чего большая орда зловещих демонов, а также дюжина или около того демонических культиваторов стадии метаморфозы показали себя один за другим. Тем временем все люди собрали свои сокровища и духовные инструменты, послав огромные полосы света в небо. У Тяньин и Хуанши появилось плохое предчувствие, как только молодой человек из расы демонов начал общаться с духовным лордом Хуанляном с помощью передачи голоса. Заметив изменение ситуации, им стало совершенно ясно, что люди и демоны заключили временный союз. Выражения на их лицах мгновенно стали мрачными, и они, переглянувшись между собой, стали немедленно начинать отступление. Деревянные птицы и массивные каменные великаны позади них также быстро отступили ко входу в долину. Культиваторы клана огненных духов отступали, даже не начиная сражения. Это был довольно неожиданный поворот событий для людей и демонов. Однако они решили, что культиваторы клана огненных духов были вынуждены отступить, поскольку не могли сравниться со своими врагами. Таким образом, их боевой дух мгновенно значительно повысился, и они быстро стали преследовать своих врагов. В мгновение ока медленные деревянные и каменные марионетки, отстававшие от остальных, были уничтожены, а некоторые из людей и демонов, которые шли с фронта, уже вошли в долину. Они совершенно не встретили никакого сопротивления, молодой человек из расы демонов и духовный лорд Хуанлян были сбиты с толку увиденным. Все они в прошлом сражались с культиваторами клана духов и прекрасно знали, насколько стойкие культиваторы клана духов. Однако эти двое просто отступали, не оказывая никакого сопротивления, и это было слишком подозрительно. Молодой человек расы демонов изменился в лице и поспешно повернулся к духовному лорду Хуанляну со словами «Прикажи им остановиться». Что-то здесь определенно не так. Здесь действительно что-то не так. Духовный лорд Хуанлян кивнул, а затем, глубоко вздохнув, громко закричал, отдав сигнал к отступлению. Однако в этот момент над входом в долину внезапно появилось огромное алое сияние. С раскатами грома в небе появился огромный малиновый лотос размером в несколько десятков футов, материализовавшийся из малинового света. Лепестки лотоса были алыми, как кровь, и быстро вращались в воздухе. Как только молодой человек из расы демонов увидел цветок лотоса, он воскликнул «Плохо». Здесь высший дух Сюйтяны, хотя духовный лорд Хуанлян никогда раньше не видел этот малиновый лотос, он, естественно, слышал о 8 высших духах клана артефактных духов, поэтому он также был весьма поражен услышанным. Однако, прежде чем они смогли что-либо предпринять, алый лотос внезапно превратился в огромный алый водопад, обрушившийся прямо на них сверху. Любой человек или демон, вступивший в контакт с багровым водопадом, мгновенно превращался в клубы дыма. Независимо от того, была ли это защитная демоническая ци или защитные сокровища, ничто не могло противостоять силе этого водопада. В мгновение ока осталось менее половины людей и демонов, устремившихся в долину. У всех, кому посчастливилось выжить, на лицах был шок, и все они бежали прочь еще до того, как духовный лорд Хуанлян успел отдать приказ. Поглотив такое количество людей и демонов, алый водопад, казалось, все еще был недоволен. Он вышел из долины и устремился прямо к убегающим людям и демонам. Юноша и духовный лорд Хуанлян, естественно, не могли просто стоять и смотреть. Придя в ярость, они начали действовать практически одновременно. Молодой человек открыл рот, выплюнув сильный серый демонический ветер. После ветер превратился в серого змея, полетевшего прямо к алому водопаду. Тем временем духовный лорд духа Хуанлян холодно захрипел и, взмахнув рукавом, выпустил золотое иньянское зеркало, которое висело перед его грудью. Затем он сделал печать заклинания руками, и в воздух вырвался столб золотого света толщиной с диаметр большой чаши. С грохотом ветряной змей и столбы света поразили алый водопад, что привело к мощному взрыву, который сумел остановить его импульс. Ха-ха, я и не думал, что столкнусь с двумя существами того же уровня, что и я, в таком укромном, пустынном месте. Приношу свои извинения за то, что не вышел, чтобы поприветствовать вас обоих раньше. Малиновый водопад перетек назад и снова превратился в малиновый цветок лотоса. Мелькнула человекоподобная фигура, и в цветке лотоса появился человек клана духов в длинных лазурных одеждах с пронзительным взглядом на лице. Он был никто иной, как Сюйтянь из клана артефактных духов. Когда он убрал алый водопад, молодой человек и духовный лорд Хуанлян переглянулись между собой и тоже убрали свои способности. Таким образом, серый ветер и золотые столбы света немедленно исчезли. Однако оба они оценивали Сюйтяня с мрачным выражением на лице.
Духовный лорд Хуанлян посмотрел на примерно 100 человек, которым удалось избежать этого испытания, и обнаружил, что даже 2 культиватора зарождающейся души, которые сопровождали его здесь, пропали без вести. Заметив это, с яростью на лице он взревел: «Сюйтянь, как ты смеешь нападать на моих младших с такой безрассудной энергией, как у высшего духа? Разве ты не боишься, что твоих младших из клана духов постигнет та же участь? Они всего лишь несколько существ, ниже стадии зарождающейся души, их жизни несущественны. Неужели ваша человеческая раса собирается объявить войну нашему клану духов из-за такого маленького вопроса? Кроме того, вы двое не собирались сделать то же самое с 2 нашими духовными генералами». Сюйтянь не смутили яростные обвинения духовного лорда Хуанляна. В то же время за его спиной вспыхнул духовный свет, и появилось несколько других миниатюрных человекоподобных фигур, среди которых были такие, как Тижень и Хуагуан. Молодой человек из расы демонов и духовный лорд Хуанлян были удивлены их появлением и сразу же начали прикидывать свои шансы на победу для своей совместной армии людей и демонов. Через некоторое время оба они испытали облегчение, обнаружив, что, несмотря на то, что ранее они понесли серьезные потери от рук Сюйтяня, их объединенные силы все еще сохранили небольшое превосходство. Духовный лорд Хуанлян, холодно усмехнувшись, собираясь что-то сказать, как вдруг молодой человек рядом с ним заметил, что что-то не так. Стоп! Среди них нет культиватор водного духа из клана 5 стихий. Они пытаются задержать нас здесь. Услышав это, духовный лорд Хуанлян сразу же все понял, и со вздувшимися от ярости венами на лбу он взмахнул рукой в воздухе. Столпы золотого света снова вырвались из зеркала, зависшего перед его грудью, а молодой человек из расы демонов в этот момент также выпустил свои серые демонические ветра. Остальные демоны и люди руководились коллективным нападением молодой женщины в роскошных одеждах и лорда города Лана. Они не боялись своих врагов клана духов. Духовный свет и мечицы пронеслись по воздуху, когда эти каменные великаны и зеленые деревянные птицы снова выскочили из долины. Деревянные птицы по взмаху своих крыльев выстрелили бесчисленным количеством зеленых стрел в своих врагов, в то время как массивные каменные великаны подняли руки, обрушив сверху шары света размером с резервуары с водой. В этот момент началась ожесточенная битва. Малиновый лотос вверху снова превратился в кровавый водопад, поднявшись в небо. Духовный лорд Хуанлян и молодой человек также поднялись в воздух, поспешно раскрывая свои способности. С точки зрения уровня культивации, все трое были на одном уровне, однако Сюйтянь был высшим духом, который существовал в мире духов в течение бесчисленного количества лет. Таким образом, его боевой опыт и способности были намного выше, чем у его противников. В битве 1 на 1 ни духовный лорд Хуанлян, ни юноша из расы демонов были бы не ровня Сюйтяню. Тем не менее, оба они были хорошо осведомлены об этом, поэтому они немедленно объединились для сражения с Сюйтянем. При этом им удалось одержать верх над своим оппонентом. Внезапно малиновая река переплеталась с серыми ветрами и золотым светом сверху, в то время на поле боя внизу не прекращались взрывы. Голубая полоска света вспыхнула в воздухе, и огромный световой меч рухнул вниз, уничтожив около дюжины массивных каменных гигантов одним махом. Тем временем посреди сил клана духов появилась массивная малиновая рука, обрушившаяся на людей и демонов с разрушительной силой. Нескольким людям и демонам не удалось уклониться от этой атаки, поэтому все они превратились в пепел от соприкосновения с этой рукой. При виде этого один из людей в битве пришел в ярость и сразу сделал жест заклинания, в результате чего его тело резко распухло, превратив его в гиганта высотой более 100 футов. В следующее мгновение он стал размахивать в воздухе парой блестящих черных железных кулаков. Это был никто иной, как мускулистый мужчина по фамилии Цзин, и он, будучи высокоранговым усовершенствователем тела, применил секретную технику, чтобы радикально увеличить свои собственные размеры и силу. Несколько порывов черного ветра вырвались из его кулака в виде гигантских черных питонов, взвывших в воздухе из-за своей огромной силы. Все деревянные птицы и каменные великаны были вынуждены уклонять под натиском его жестоких атак. Тем не менее, в то же время из рядов клана духов вырвался громкий рев, и серебряная человекоподобная фигура внезапно начала расти с угрожающей скоростью. Вскоре среди этой серебряная гуманоидная фигура стала даже больше черного гиганта. Это был никто иной, как Тижень из клана металлических духов. Земля задрожала, когда серебряная человекоподобная фигура бросилась к черному великану, дико размахивая своими гигантскими серебряными кулаками в воздухе. Черный гигант не хотел отступать и ответил ему ударом своих кулаков. От обмена ударами вспыхнула серия разрушительных взрывов. Все люди и демоны поблизости чувствовали себя так, словно их оглушили взрывы, и все они поспешно убежали с поля битвы между двумя гигантами. Все остальные культиваторы и демоны также начали раскрывать свои способности. Черный пылающий феникс внезапно вырвался изнутри демонов, обрушив на более сотни деревянных птиц плотный поток черного пламени, сжигая их дотла.
Затем черный феникс качнулся в воздухе и внезапно исчез. Однако в следующее мгновение он вновь появился у входа в долину хаоса в виде молодой женщины в роскошных одеждах, под сопровождением звонкого крика феникса. Появившись, она без промедления влетела в долину в виде полоски черного цвета. Город Лорд Лан был поражен ошеломляющим чувством неотложности, увидев это. Он глубоко вздохнул и выпустил более 7 мерцающих голубых летающих мечей в сторону каменных гигантов, пытаясь замедлить их. Таким образом, ему удалось проложить путь для себя, и он также полетел в долину хаоса в виде полоски синего света. Около 7 людей и демонов поблизости также воспользовались этой возможностью, чтобы влететь в долину вслед за ними. Последним из них, кто вошел в долину, был молодой человек, все тело которого было окутано красным светом. Это был никто иной, как Хань Ли. Несмотря на то, что он не обладал магической силой в своем нынешнем состоянии, он каким-то образом смог вызвать мощную огненную духовную ци, которая позволила ему лететь в долину с пугающей скоростью. Как только Хань Ли вошел в долину, он сразу понял, почему это место было известно как Долина Хаоса. Небо наверху, земля внизу, и все горы были серо-темного цвета, словно перманентная серая завеса окутала всю долину. Хань Ли внезапно остановился. Он посмотрел на людей и демонов, летевших вглубь долины, и прищурился, внезапно сделав печать заклинания. Сразу после этого он открыл рот, выпустив шар серебряного пламени. В огненном шаре раздался оглушительный крик, после чего он превратился в огненного ворона, размером примерно с фут, проворно вращаясь вокруг тела Хань Ли.